Как сэкономить 10 миллионов токенов в нейросети Claude Code? Допустим, у вас нейронка пишет код за вас. Она создает за вас приложения, телеграм-ботов, расширения, пишет сайты. И во время своей работы нейронка все время вызывает какие-то команды в терминале. И эти команды в терминале, они огромные. Там очень много повторяющихся символов, каких-то лишних цифр, букв, которые забивают контекстное окно вашей нейросети. Если вы не знали, то контекстное окно — это такая штука, как временная память у нейросети. То есть она может держать одновременно в голове какое-то количество токенов. Например, там 124, 256, миллион токенов. Это контекстное окно. И если поместить в нейросеть больше информации, чем вмещает контекстное окно этой нейросети, она начнет забывать какую-то информацию, начнет галлюцинировать, и быстрее придет, так скажем, в негодность ваша сессия. И когда вы работаете с кодом, это обычно очень много строчек с текстом. И, соответственно, очень быстро забивается контекстное окно. И если ваш агент, который пишет за вас код, постоянно вызывает какие-то терминальные команды или постоянно заглядывает в логи, да, чтобы посмотреть, работает приложение или нет, то он постоянно обрабатывает кучу мусорной информации, прям огромное количество. И нашелся чувак на Reddit, который решил положить этому конец. Он сделал утилиту, которая ставится на Windows или на Mac, и она обрабатывает все вот такие консольные команды и сжимает их до сути. То есть убирает все дубляжи, лишние символы, кучу лишней ненужной информации и отдает нейросети выжимку в виде конкретных, там, конкретных команд. Вот, например, был вот такой текст, становится вот такой выжатый. Был вот такой текст, становится краткая выжимка. Был такой огромный текст, становится вот такой собранный. Это все экономит токены. И это значит, что если вы тратите деньги через API, через API-шку вы работаете и тратите за каждый токен деньги, это экономит вам реально деньги. А если вы по подписке пользуетесь, например, за $20 или за $100, как я, то это экономит вам лимиты. То есть вы реже упираетесь в лимиты от Claude, потому что там есть недельные лимиты, суточные лимиты и так далее. И вы можете успевать сделать больше, не потратив токены на мусор. Ну, это вообще существенная экономия. Если вы зайдете почитать, точнее, статью на Reddit и посчитать, сколько токенов кто здесь экономит, это реально пушка. Просто офигенная идея, разрыв, и все клево. Это бесплатная утилита, которая ставится буквально в 2 команды. В этом видео я покажу, как это все настроить. Заходим на репозиторий с открытым исходным кодом этой утилиты, изучите ее, посмотрите, оцените, сколько токенов она может сохранять вам при работе с разными командами, которые связаны там с GitHub, с всякими тестами, выводом консольных команд и так далее. И выберите, как ее установить. Если вы используете Windows, то вам нужно перейти на страницу Releases. Тогда вы сможете скачать версию для Windows. Если вы используете macOS и у вас установлен Homebrew в терминале, то вы можете просто прописать команду brew install rtk. Если у вас Homebrew по какой-то причине не установлено, что очень странно, то вы можете воспользоваться просто вот такой командой в терминале, ну и, соответственно, открыть программу терминал и запустить вот такую команду. Запускаете, она устанавливает эту программу, и дальше для того, чтобы активировать RTK на всех ваших сессиях в Claude, нужно запустить команду rtk init global. Он у вас там спросит подтверждение, вы говорите «да», у меня просто он уже установлен. Все. Эта утилита будет работать базово на всех командах, которые вы выполняете, и которые выполняет Claude Code вместо вас в терминале. И тогда вы получите экономию с каждого такого запроса. То есть git статус экономит вам из 2000 потраченных токенов будет 200. То есть это экономия в 10 раз. Здесь же перечислены команды, которые позволяют посмотреть, как это работает. Вы можете вызывать RTK отдельно, то есть если вы его не установили глобально, вы можете написать RTK git status, и вы получите компактную выжимку из команды git status, ну и так далее.
В общем, полезная штука. Считаю, что если вы занимаетесь вайп-кодингом и вообще, если у вас установлен Claude-код, и вы хотите экономить токены, эта утилита обязана просто стоять на вашем компьютере. Меня зовут Артем Исламов, это канал «Лысый из браузера». Я рассказываю про нейросети так, чтобы облегчить вашу работу, бизнес или жизнь. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео, если было полезно. В комментариях задавайте вопросы. Лайк этому видео поставьте и отправьте тому, кому это нужнее всего. До встречи в следующем видео. Пока.